Всем привет! Сегодня мы поговорим о создании композиции из монохромных каналов. Будем делать композицию RGB, добавим туда H-альфа, добавим туда O3, добавим туда L-канал. Соответственно, на входе мы имеем монохромные снимки отдельных каналов. Это у нас B, то есть синий. Это у нас G, то есть зеленый. И это у нас R, то есть красный канал. Все эти каналы, они являются суммами, соответственно, по суммами серии, по канальными, сделанными для каждого канала по отдельности. Ну, например, вот для R-канала у нас там сумма 20 снимков, для зеленого канала 18 снимков по минуте, и для синего это сумма 17 снимков по минуте. Между собой. Выравнивалось все это конкретно по зеленому каналу, но на самом деле это не важно, вы можете выбрать любой из них в качестве опорного, задать его мастером и все остальные снимки выровнять, точнее вот эти суммы выровнять по выбранному каналу. В данном случае у меня выравнивалось по зеленому. Механизм выравнивания и вообще базовые операции в программе там, по сложению, по калибровке и так далее, все это описывалось, рассказывалось в первом видео. В данном видео мы не будем вдаваться уже в эти подробности, а будем говорить конкретно о создании постпроцессинга, то есть создание сумм вот этих поканальных и их композиции с узкополосными снимками. Делать композицию RGB, сразу же покажем, как она у нас будет выглядеть. Здесь у меня все файлы уже, собственно говоря, прошли обработку. Мы можем показывать уже готовые результаты, но в том числе и будем показывать, собственно говоря, сам процесс, как это происходит. Сумма RGB у нас будет выглядеть вот так. И немножко расскажем о том, как, собственно говоря, происходит сам процесс сложения RGB композиции из отдельных монохромных каналов. Канал, например, у нас B, да, то есть синий. И правой кнопкой мышки выбираем контекстное меню, и здесь выбираем опцию Set Blue Channel, то есть задать синий канал. Программа спрашивает подтверждение, говорим «да». Имени синего канала в префиксе появилось в скобочках префикс blue, то есть он задан как синий канал. То же самое делаем с зеленым каналом, назначаем его зеленым. Green channel делаем, да. И то же самое на красном. Set red channel. И как только мы задали все три канала, у нас программа автоматически строит RGB-композицию на экране. Мы должны включить флажок Overlay. Тогда будет построена именно RGB-композиция. Но в данном случае у нас немножко темновато. Теперь важное замечание. Если у нас включен флажок Overlay, вот это вот здесь, мы видим именно композицию всех трех каналов, уже цветную. Соответственно, мы можем выставить гистограмму для именно композиции при включенном флажке Overlay. Ну, в данном случае у нас вот такая композиция. Видно, что у нее, собственно, сама гистограмма не оптимальна. Мы можем ее подстроить. Например, задать ей люминосити в районе, ну, скажем,
12 и бэкграунд сделать поменьше, в районе 15. Таким образом мы растягиваем гистограмму итоговой композиции. Ну, в данном случае у нас чуть-чуть надо ее скорректировать, наверное, сделать 15 на 15, может быть. Наверное, даже еще немножко вниз опустить ее. 15 на 18. Ну, примерно вот так. То есть видно, что наша композиция, она цветная, баланс цветов у нас уже сведен. Теперь пара слов о том, как сводится баланс цветов. Если мы выключим флажок Overlay, то мы видим гистограмму, и на экране у нас отображается в данном случае выбранный канал. Это R-канал, то есть красный, да? И его, собственно говоря, гистограмма. Если мы выберем другой канал, ну, например, зеленый, мы увидим гистограмму именно зеленого канала. Это минус 15 по бэкграунду, минус 12 по люминосити. На синем канале у нас гистограмма стоит 22 на 15. На красном канале она стоит 15 на 16. В данном случае у меня уже эти значения гистограммы каналов подобраны для того, чтобы в композиции у нас был баланс цветов достаточно корректным, то есть выровнен. И мы видим более-менее реальные цвета. Нас не должно пугать, что картинка не является достаточно контрастной. Это все дело можно корректировать как угодно. Мы можем задирать здесь гистограмму. И когда у нас включен флажок Overlay, мы регулируем гистограмму уже именно композиции, а не отдельного канала. Это важно понимать, разницу. Соответственно, если мы немножечко ее подстроим, ну, например, вот так, мы видим, что гистограмма у нас вот здесь растянутая, находится, она не режется ни слева, ни справа. То есть будем считать, что вот эта сумма для нас в данном случае оптимальна. Почему все достаточно темное? Ну, во-первых, у нас сама экспозиция на этих исходных кадрах, она достаточно небольшая. То есть 17 минут, 18 минут и 20 минут поканально. Убедились, что RGB сумма нас, RGB композиция нас устраивает с точки зрения коррекции цвета. Мы можем сделать итоговое изображение. Для этого правой кнопкой меню мы выбираем на самой картинке опцию Combine RGB from Channels, либо мы выбираем вкладку Stack Post Process, операцию. Нет, я не прав. Да, только единственный способ здесь в данном случае у нас это вот здесь вот выбрать в меню Combine RGB from Channels. Говорим ей создать композицию. И она нам создаст новый файл сейчас. Вот она нам создала новую композицию. Мы можем бросить, собственно говоря, наши каналы для того, чтобы убедиться, что это так. Ну, давайте это сделаем. На нем выбираем правой кнопкой мышки опцию Reset Red Channel. То есть убираем Red Channel. Как только один из трех каналов стал деактивированным, у нас перестает строиться RGB-композиция на экране, и дальше мы видим, собственно говоря, исходные файлы. В данном случае у нас показан исходный R-канал. Теперь мы выбираем исходный G-канал, то есть зеленый. На нем тоже говорим сбросить зеленый канал, Reset. Да, подтверждаем. И то же самое с синим каналом. Reset Blue Channel. Окей.
видим, что... А теперь мы вернемся на нашу только что созданную сумму RGB. И мы видим, что вот она у нас присутствует. Цвета у нас корректные. Каналы у нас достаточно неплохо совмещены. Но есть, видно, что здесь есть расхождение по углу наклона камеры было. Соответственно, сами снимки немножко, границы снимков смещены относительно друг друга. Нас не должно это никаким боком пугать. В конечном итоге мы, конечно же, получаем в результате некоторую обрезку исходных кадров, расположенную в середине. Соответственно, какая-то у нас область будет пересекаться со всеми остальными кадрами, какие-то области не будут пересекаться. Это зависит от настроек вашей камеры во время съемки. Соответственно, если вы ее ставите в одно и то же положение относительно небесного меридиана, например, да, положение север-юг, то у вас будет все достаточно неплохо совмещаться. В данном случае, в этой серии снимков, она у меня длилась достаточно долгое время, там несколько лет. Я ее снимал короткими периодами, но в течение нескольких лет, там года 2 или 3, съемка растянулась. Соответственно, эти углы были достаточно изрядно смещены, но все приходит с опытом, соответственно, и при регулярной тренировке и опыте можно будет уже руку набить так, чтобы у вас кадры максимально совмещались, и, соответственно, вы будете использовать максимальную область матрицы в качестве полезной площади. Суммы по H-альфа. Это у нас вот такой снимок 14 по 300 секунд. Мы можем его гистограмму сбросить в 0, да, и посмотреть, что он из себя в реальности представляет. Ну, вот так вот. Когда сумма исходных снимков, вот эти 14 снимков по 300 секунд выравнивались, этот снимок имел нормальную горизонтальную ориентацию, естественно. Снимки между собой выровнялись, получилась вот такая сумма. Потом вот эту сумму мне пришлось выравнивать относительно нашей суммы RGB, наших RGB каналов. Поэтому она оказалась достаточно сильно повернутая. В конкретном случае это где-то порядка 13 градусов. Плюс какие-то боковые смещения. Поэтому мы здесь имеем обрезки вот такие вот сверху, снизу, слева, справа. Это особенности работы программы. Когда мы делаем выравнивание, она эти кадры смещает внутри границ кадра исходного. И, соответственно, какие-то обрезанные края у нас вылезают с другой стороны. Почему это происходит? Потому что сам процесс выравнивания, он происходит именно перемещением. Ну, как бы слева направо, если мы перемещаем кадр при выравнивании, то то, что обрезается справа, потом вылезает слева. И наоборот, соответственно. То, что обрезается снизу, вылезает сверху. То есть происходит некоторый такой roll в английском выражении. То есть перемотка. Альфа канал, и у нас есть еще O3 канал, тоже уже выровненный. Он выглядит вот так. Здесь у нас сумма 77 минут в сумме получается в итоге. Соответственно, 14 по 300 это где-то 14 по 5 минут, там порядка 50, по-моему, минут. И здесь 77. Ну, что-то сопоставимое. На самом деле конкретные цифры большой роли не играют, потому что мы можем подстроить все это друг под друга. Теперь сделать композицию H-альфа плюс O3. То есть мы сделаем такой некое подобие bicolor, которое мы потом будем встраивать в нашу RGB композицию. Ну, для того, чтобы сделать композицию bicolor, нам напрашивается простой и естественный способ пойти тем же самым путем в качестве и сделать эту композицию через... Вот, кстати, сама эта композиция уже ее итог, то, что мы должны получить. То есть это наш bicolor, состоящий исключительно из H-альфа и O3. Как нам это сделать? Пойдем тем же самым путем, что и при построении RGB композиции, то есть будем делать RGB комбайн. Но в качестве красного канала мы выбираем H-альфа, поскольку у нас традиционно уходит в красный, и назначаем его красным каналом.
Set R channel. Да. А наш O3 файл, вот этот вот, мы назначаем зеленым каналом. И его же назначаем синим каналом. И мы помним, да, что когда у нас включен флажок Overlay, у нас на экране сразу же строится RGB композиция из выбранных файлов. Вот мы получили нашу RGB-композицию из нашего файла H-Alpha и O3. Теперь наша задача подстроить баланс белого в этой композиции для того, чтобы получить корректную сумму. Ну, делается это, в принципе, точно так же. Мы выключаем, у нас, допустим, здесь перебор по зеленому и недобор по красному. И смотрим, соответственно, вот сюда на гистограмму, что у нас с границами гистограммы происходит, что нам куда двигать. Отсюда мы принимаем кое-какие решения по коррекции гистограммы отдельных каналов. Для этого выключаем флажок Overlay, переходим, соответственно, на исходный файл. Ну, зеленого у нас много, и мы видим сейчас гистограмму именно зеленого канала, она у нас в нулях вот здесь находится, соответственно, нам надо ее немножко зарезать. Ну, допустим, мы ее зарежем здесь по верхам. И посмотрим, включим оверлей и посмотрим, как это повлияло на наш баланс белого. Ну, что-то стало похоже на истину. Я бы даже сказал, что в первом приближении нас это устраивает. Поэтому пока на этом композиции, которая у нас уже была, она у нас выглядит вот здесь вот так вот. Вот она, эта композиция, мы ее выбрали. Еще раз, поскольку у нас флажок Overlay выключен и выбран конкретный файл, мы видим именно его на экране. То есть мы, если включим какой-то другой файл, мы увидим его на экране. Да, то есть вот это вот конкретно уже результат всего нашего урока, немного забегая вперед. Вот. Но на данном этапе нам надо было получить сумму H-Alpha плюс O3, то есть вот это. И мы видим, что наша сумма, она практически мало отличается от того, что мы получили в данном конкретном эксперименте по композиции H-Alpha плюс O3, вот такой. То есть результат достигнут. Чтобы его сохранить, соответственно, мы выбираем опять контекстное меню на изображение и опять выбираем Combine RGB from Channels. Соответственно, дальше у нас будет создан вот такой вот файл H-Alpha плюс O3. Выделение с этих каналов, с отдельных. Это у нас зеленый и синий был выбран, да? Но поскольку этот файл у нас O3 был выбран в качестве зеленого и синего одновременно, то на нем же осталось выделение синего канала. Теперь снимаем выделение синего канала с него. Теперь мы снимаем выделение с красного канала. У нас есть первая сумма, это RGB Combine. Но вот это у нас дублируется файл, мы его уберем, чтобы он нас не путал. И у нас есть точно такой же файл, исходный, вот такой. Это будет... Теперь нам надо сделать композицию вот этого RGB и с композицией нашего H-Alpha плюс O3, то есть вот с этим. Как нам это сделать? Вас не должно смущать то, что картинки на экране имеют разный масштаб. На самом деле
у нас стоит отображение вот здесь вот Fit Image in Window, соответственно, она подстраивает ширину снимка под размер окна, и поэтому мы видим все это в разном масштабе. Но когда происходят все эти наложения и композиции, строятся программы, там используется, естественно, все это в натуральную величину делается, поэтому масштабы будут, соответственно, приведены друг к другу. Ну, в данном случае мы выбираем нашу композицию RGB в качестве мастера. А вторым файлом выбираем нашу композицию H-Alpha плюс O3. В данном случае мы видим, собственно говоря, наложение нашего RGB на нашу композицию H-Alpha плюс O3 в качестве здесь нам надо выбрать вкладочку Align Composite для того, чтобы у нас активировалась вот этот вот Composite Mode, панель наложения, да, режимов наложения. И здесь выберем какой-нибудь, например, Threshold. Вот этот вот. Почему именно Threshold? Потому что способ наложения влияет, собственно говоря, на отображение на экране, на гистограмму, на итоговую. И вот такой режим, как Threshold, или режим, например, Lighten, можно взять. Вот здесь в списке выбрать. Они не похабят нам, не портят, собственно, исходные картинки. Они делают такое мягкое совмещение этих картинок между собой. Ну, допустим, Threshold мне нравится больше. Он как-то не прячет одно за другим. Вот у нас здесь какие-то звездочки, там, видите, на заднем фоне видны. Цвета наши не крашатся, не рушатся, соответственно. Ну, то есть мы имеем как бы исходную нашу RGB композицию. Если мы ее включим, мы увидим исходные наши файлы еще раз. Вот это композиция H-Alpha плюс O3, это композиция RGB в чистом виде, да? И они между собой совмещены. Здесь просто имеет место такой зрительный эффект прыгания по масштабам, опять о котором я только что говорил. Когда мы включаем оверлей, мы видим их наложение друг на друга уже в приведенном масштабе и видим итоговую композицию. То есть мы видим, что у нас на итоговой композиции вылезают звезды с RGB, сами у них, цвет у них остается достаточно корректным, и в то же время мы видим вот эти вот элементы на гантеле, на М27, соответствующие вот оболочки из H-Alpha, красные края, вот это вот, и зеленая середина вот с этими ушами, это все проработка, собственно говоря, в узкополосниках. Консультирующий файл мы выбираем в меню на файле, не на мастере, а на файле, вот в данном случае H-Alpha плюс O3, мы выбираем Make Screenshot. Он у нас создается новый файл, вот он. Этот файл, и мы видим, собственно говоря, результат нашей последней операции, то есть сложение H-Alpha плюс O3 плюс RGB. Мы его можем переименовать здесь, чтобы он имел более осмысленное название, и назвать его как-нибудь там. Но поскольку у нас уже есть такой файл, мы не будем этого делать, мы просто удалим сейчас в данном случае этот файл, потому что он у нас дублирует тот уже, который был создан. А создан у нас был вот этот файл. Они немножко отличаются по растяжению гистограммы, но в принципе мы можем выбрать из них любой. Вот этот мне больше нравится, ну давайте, хорошо, оставим его. Соответственно, возьмем вот этот файл, возьмем его имя, вот такое вот, да. Больше он нам не нужен, и удалим его. Возьмем последний вариант, который мы только что создали.
и переименуем его. Сделаем его с тем же именем, которое у нас было. Все. Гистограмма у него соответствует, достаточно неплохо растянута. И следующий этап, чтобы сделать композицию вот этого последнего файла на L-канал. L-канал у нас выглядит вот так. Он тоже у нас выровнен относительно всех этих файлов. У него есть... Выглядит он примерно вот так вот. Тоже монохром, естественно. Тоже был выровнен. Соответственно, он тоже имеет где-то порядка 14 градусов поворот. Так исторически сложилось. Соответственно, нам надо сделать композицию вот этого файла вот на этот файл. Как нам это сделать? Файл в качестве мастера. А L-канал выберем в качестве второго файла. А в качестве режима наложения выберем режим вот такой. Linear Dodge. Дальше. Да, и мы видим, что вот они у нас друг на друга наложились, и яркостный канал, L-канал, у нас забивает наш RGB канал, композицию RGB плюс H-альфа U3. И чтобы нам скорректировать влияние одного файла на другой, мы просто поднимем прозрачность у L-канала, ну, скажем, до 85%. Да, ну вот более-менее нормально. И теперь мы видим, что у нас наш L-канал замечательно пролезает в нашу RGB-сумму. Если мы... И мы можем корректировать вот это вот уровнем прозрачности для L-канала степень его влияния на исходную сумму на RGB H-альфа плюс O3. То есть, если мы сделаем прозрачность ниже, скажем, вот 50%, да, мы увидим, что наши звезды начнут заметно пухнуть. Вот и вокруг этой звезды, например, появляется ореол. Вокруг ярких звезд. Вот здесь появляются какие-то ореолы. Вот, нам достаточно поддерживать уровень прозрачности такой, чтобы у нас с L-канала пролезли слабые звезды и немножко поднялись детали в наших областях туманности. Ну, в данном случае вот уровень прозрачности в 84-85% нас более-менее устраивает. Строить, соответственно, немножечко гистограмму, ввести ее в какие-то границы. Ну, допустим, нас примерно устраивает то, что сейчас происходит. Там, это все тонкости большого значения не имеют. И чтобы сохранить эту композицию, поскольку у нас строится обычная композиция через мастер, да, мы опять-таки делаем Make Screenshot, выбираем опцию такую. И у нас создается итоговая композиция, которую мы опять-таки таким же образом можем переименовать. Ну, в данном случае она у нас уже была создана. Вот она, итоговая. Сейчас, секунду. Вот наша итоговая композиция, как она была сделана мной до этого. Мы видим, что ее гистограмма так примерно соответствует тому, что мы получили в результате нашего последнего эксперимента. Ну, худо-бедно нас, допустим, это устраивает, там, плюс-минус. Здесь можем тоже обнулить, чтобы ничего не резалось. Да. Ну вот, собственно говоря, это результат вот таких относительно несложных действий. Он позволяет нам создать интересующую нас сумму каналов, соответственно, RGB, каналов H-альфа, U3 и L-канал. Ну, от сессии к сессии, конечно, результаты будут немножко варьироваться. Все зависит от того, как вы снимали, на что снимали и так далее.
Ну, важно было показать основной принцип,